14 лет Лена стала мамой. Ее жизнь в тот момент, как и жизнь многих подростков, была полна неопределенности и мечтаний. Но когда она узнала, что ждет ребенка, весь мир рухнул. Мать, с которой она пережила немало трудностей, сказала ей, что не может принять это. Отец просто молчал, отвернувшись от дочери, и больше не пытался с ней общаться. В тот вечер после ссоры она стояла на пороге, с чемоданом в руках, на холодной ночной улице. «Ты не принесешь нам позор. Уходи», — сказала мать и закрыла дверь перед ее носом. Лена не знала, куда идти. Она была еще слишком юной, чтобы понимать, как устроен мир, но уже слишком взрослой, чтобы не осознавать, что ее жизнь изменилась навсегда. Она пошла к бабушке, но та не могла принять ее с ребенком. В небольшом городке, где все знали друг друга, оказаться в таком положении было непростительно. Через несколько недель Лена нашла приют в доме для несовершеннолетних матерей. Там она познакомилась с другими девушками, оказавшимися в похожей ситуации. Несмотря на трудности, она научилась справляться с новой реальностью. Ребенок был ее единственным спутником, и в нем Лена искала смысл, даже когда ей было тяжело. Прошло несколько лет. Лена вырастила сына, окончив школу и устроившись на работу в кафе. Жизнь не была легкой, но она шла вперед, изо дня в день. Однажды ей пришлось вернуться в свой родной город, чтобы решить какие-то вопросы. Она ехала на автобусе, держа за руку уже 5-летнего сына. Когда она подошла к своему дому, почувствовала странное волнение. Прошло много лет, и за это время много что изменилось, но этот дом все равно оставался частью ее прошлого. Лена не знала, чего ожидать. Она зашла во двор и увидела свою мать на крыльце. Та сидела, опираясь на старую опору перил. В ее взгляде была какая-то нерешительность, будто она не знала, как начать разговор. Лена подошла ближе, а ее сердце колотилось, будто оно пыталось вырваться из груди. «Лена», — начала мать, — «я не знаю, как тебе это объяснить, но я...» Лена подняла руку, прерывая ее. Она уже не нуждалась в объяснениях. Все было ясно. Она больше не хотела слышать оправданий. Вместо слов она протянула ей сына. «Это мой сын», — сказала Лена. «Он тот, кого я должна была защитить. И я сделала это». Ее мать смотрела на нее, не веря своим глазам. Девочка, которую она выгнала, стала женщиной, сильной и независимой. Прошло еще несколько месяцев. Лена вернулась в родной дом не для того, чтобы остаться, а чтобы показать всем, что она справилась, что она стала тем человеком, которого когда-то, возможно, никто не ждал увидеть. В городе ее увидели не просто как мать-одиночку, а как женщину, которая выжила, несмотря на все препятствия. Люди, когда-то осудившие ее, теперь не могли не восхищаться ее силой и стойкостью. И так, год за годом, Лена строила свою жизнь, а ее мать наконец начала понимать, как много потеряла, когда выгнала дочь. Но она понимала, что шансов все вернуть нет. Все, что ей оставалось, это смотреть на то, как Лена с гордостью и решимостью продолжает свою дорогу. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.